Градиентная окраска кейса, 5 часов автономности на максимальной громкости, размер меньше Apple AirPods, 2 емкостных датчика, которые отрабатывают как сенсор приближения, только надежнее, и Qualcomm-овский Bluetooth версии 5.0 QCC5126 с двухъядерным процессором на борту и поддержкой aptX. Быстрая зарядка 15 минут в кейсе дают 2 часа звучания. Влагозащита, изменение громкости прямо с наушников, сигнал передается от смартфона сразу на оба наушника, а не через главный. Лучший звук, который я слышал за 3 года из всех беспроводных наушников-вкладышей, которые у меня были на тестах, включая AirPods и Huawei FreeBuds 3. И это не только мое мнение, а еще и мнение каналов-миллионников, фанатов Apple. Это нереально подкупает. А еще в этих наушниках реально играть в PUBG. Я тоже был удивлен не меньше вашего. Давно я не был так рад обозреваемому продукту, тем более наушникам. Сейчас все расскажу. Tube 456, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры без лиц и воды. Конкурсы, условия которых всегда в описании к видео, плюс канал оперативной помощи всем нуждающимся срочного совета по гаджетам в Телеграме. И, конечно, обзоры на те товары, которые вам интересны. Пусть даже в СНГ официально их пока и не продают. Все ссылки на все мои контакты всегда в описании к видео. Пишем в комментариях, что еще купить для обзора, подписываемся на канал с колокольчиком, и теперь тезисно о ушах, которые меня удивили. Vivo TVS. Теперь их телефон куплю точно. Упаковка зачет. Взяли все лучшее от конкурентов и при этом сделали что-то свое. Качественно, просто и стильно. Ощущение, как будто ювелирку вскрываешь. Вскрыл и сразу две печали. Инструкция на китайском и запах клея. Хорошо, что запах клея от коробки, а не от ушей, и он быстро выветрился. В комплекте гарантийный талон, инструкция, кабель Type-C для зарядки бокса, бокс с ушами, которые сразу гипнотизируют вас своей космической красотой. И в подарок продавец мне прислал еще несуразный мешочек для переноски кейса. Ну не страшно, большой, но лишним он в хозяйстве не будет. Смотрим бокс, который просто ультра минимального размера, как и сами наушники. 53 мм на 42 мм на 16 мм. И вес у бокса всего 32 грамма. Заряжается бокс только от Type-C, никакой беспроводной зарядки здесь нет. На борту у кейса индикатор состояния, зарядный порт типа Type-C, функциональная кнопка для сопряжения, вот и все, что есть на боксе. Крышка бокса не люфтит, под крышкой его характеристики, в боксе уши не трясутся, при тряске бокса крышка не открывается. Бокс супер маленький, носить можно в любом кармашке. Алгоритм подключения у него как у Apple AirPods. Вы открываете бокс, нажимаете на функциональную кнопку, через 2 секунды индикатор в боксе начинает мигать белым, при этом гарнитура должна находиться внутри бокса. Мигание диода индикации белым светом означает, что наушники находятся в состоянии пары и готовы к сопряжению с вашим девайсом. Далее вы подключаете Bluetooth на вашем устройстве, в поиске выбираете Vivo TVS и тапаете по их названию. Все, наушники через 5-10 секунд у вас уже подключены. Теперь при последующем изъятии наушников из бокса они будут подключаться к последнему сопряженному устройству. Логично, что необходимые условия для этого, чтобы на устройстве был включен Bluetooth. Притом, когда в меню подключения вы будете видеть 2 наушника, не пугайтесь, так и должно быть. Телефон подключается к каждому наушнику по отдельности для меньшей задержки. В шторке на андроидах, как и в iOS-системах, вы увидите примерный оставшийся заряд наушников, ну а если тапнуть в меню по каждому наушнику отдельно, то увидите зарядку каждого из своих ушей. Никаких диодов у наушников нет. Одной рукой кейс открыть просто, а вот вынуть наушник из него той же рукой сложно. Но можно, если приноровиться. Глянцевые ушки, скользкие. За 10 минут до полного разряжения наушники одноразово предупредят вас пиликанием о том, что они сели. Узнать же оставшийся заряд бокса можно по диоду-индикатору. При открытии крышки диод будет светить разными цветами. Зеленый от 50 до 100% осталось заряда в кейсе, красный цвет диода от 0 до 50% заряда. Вот так все незамысловато. В боксе емкость 400 мАч, в каждом из наушников вроде бы по 25 мАч. По факту на 4 полных перезарядки наушников в боксе всегда хватает. Общая автономность в итоге около 25 часов при прослушивании музыки на максимальной громкости. Ушки сразу по умолчанию подключаются по кодеку aptX, если ваш телефон этот кодек поддерживает и дружит с вашими ушами. Сейчас объясню, что имею в виду. Ничего не слетает, даже если уши из коробки и вы не обновляли ПО. Впоследствии вы можете обновить прошивку ваших наушников. Звук и автономность при этом реально улучшатся. Достаточно будет скачать программу по QR-коду, соединить наушники
наушники с телефоном, в программе нажать Update и даже с закрытыми в боксе ушами ваша прошивка будет обновлена примерно за 10 минут. Проверку наличия aptX делал с телефонами Xiaomi Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, OnePlus 7T Pro, Mi Note 10 и iPhone 7 Plus. И я в курсе, что у яблочных девайсов нет кодека aptX, но вдруг. Все отлично подключается за пару секунд, но Redmi Note 7 подключался по кодеку AAC, а Redmi Note 8 вообще по кодеку SBC. Яблоко же логично, что по кодеку AAC. А вот Mi Note 10 и OnePlus 7T Pro автоматически стали подключаться сразу по кодеку aptX. У владельцев же Android смартфонов под управлением Monster UI или под фирменной оболочкой смартфонов Vivo Fun Touch будет возможность наблюдать еще и анимацию подключения. И конечно, у них она будет происходить как у айфонов с AirPods'ами. Теперь нужно будет их телефон купить. Прямо заинтриговали. Напоминаю, что в iOS устройствах кодек будет AAC, другого в айфонах просто нет. А в андроидах без aptX уши подключаться по кодеку SBC или AAC. Как вы уже заметили, наличие данного кодека в телефоне не является стопроцентной гарантией его работы с этими наушниками по нему. Размеры наушников 16,5 на 17,5 на 33 мм. Вес примерно по 4,5 грамма. Динамики у наушников размером 14,2 мм. Есть функция быстрой зарядки ушей, 15 минут зарядки наушников в боксе дают вам 2 часа проигрывания музыки на максималках. Напоминаю, что производитель обещал 4 часа автономности при 80% громкости. По факту я на тестах имел минимум 5 часов автономности данных наушников на 100% громкости, за что Vivo жирный плюс. Лучше обещать меньше, чтобы мы получили больше. В наличии два цвета: белый минималистический и синий градиент, полученный при помощи специальной технологии окраски для формирования градиента от темно-синего до прозрачного. Я думаю, вы уже поняли, что корпус глянцевый, безумно маркий и моментально покрывается отпечатками пальцев. Ну и конечно, за день он станет весь в царапинах, если носить его без чехла. Уши размером немного меньше AirPods'ов, легче и лично мне удобнее. Да они в принципе меньше, чем все топовые наушники-вкладыши, что у меня были на обзорах. Внутренняя часть наушников матовая, внешняя глянцевая. Из ушей не вылетают. Есть хитрая система, которая отрабатывает как сенсор приближения. Основана она на работе двух емкостных датчиков, встроенных в наушники. Работает на любом телефоне. Если вы вынете один из наушников из уха, звучание просто останавливается. Помещаете наушник обратно, воспроизведение продолжается. Bluetooth версии 5.0, Qualcomm-овский двухпроцессорный чип QCC5126, кстати, у них он последний, делает так, что видимой задержки на YouTube у вас просто нет. Через две стены наушники ловят. В торговых центрах микропомех у меня не было. Нереально маленькая задержка в 180 миллисекунд в PUBG играть вообще не мешает. Лично я ее практически не замечаю. Профы будут видеть 100%, но если вы просто поиграть, вам они зайдут. Эти ушки по задержке в PUBG стоят в одном ряду с Huawei FreeBuds лично для меня. А они, как вы помните из ТВС, лучшие по данной характеристике. И не верьте лютому бреду на YouTube. Задержки меньше 0,17 секунды просто не существует у беспроводных наушников. Во всяком случае в масс-маркете вне лаборатории. А именно у яблочных AirPods'ов, Huawei FreeBuds 3 и тем более всего остального. Может только в аудиофильских девайсах от $700 и выше можно встретить меньшую задержку. Все эти циферки на экране из разряда 0,15 секунды, 0,5 секунды. Надежда на тех, кто не учил физику в школе или не смотрит презентации, да и вообще далек от беспроводных технологий связи. 190 миллисекунд задержка Huawei FreeBuds 3, 220 у AirPods'ов первых, 564 у Galaxy Buds. Но чтобы вы понимали, в потоковом видео сам телефон подстраивает под вас звуковую дорожку, чтобы вы не слышали задержки, и делает это программно. И здесь очень многое зависит от вашего конкретно телефона. А вот в играх так уже не сделаешь, поэтому задержку мы чаще замечаем в играх, если у нас хорошие телефоны, даже с дешевыми наушниками. Вот такое напоминание для тех, кто решит мне писать в комментариях, что видел на YouTube у пацанов задержку в 50 миллисекунд. Apple напишите, они купят у вас эту технологию развода. И чтобы вы понимали, увидеть задержку в 200 миллисекунд при просмотре видео очень сложная задача, особенно при оптимизации просмотра видео вашим телефоном. По функциям в ушах сенсор может включать проигрывание, ставить его на паузу, есть возможность изменять громкость свайпами, перелистывать треки, вызывать голосового помощника и отвечать на звонок, как и сбрасывать звонок. Все через сенсорную панель, ложных нажатий у меня не было. Кстати, под шапкой их носить не очень удобно, нужно привыкать и конечно же меняется звук, потому что это вкладыш, это не затычка.
затычки. Это затычки вы глубже вгоняете тем, что шапку сверху надели. А с вкладышами все намного сложнее. Динамик в наушниках от японской фирмы Daikoku, звучание объемное, чистое и сбалансированное. Верха, низы и середины звучат без перекосов. На максималках у ушей даже и намека нет на хрип. Запас громкости лютый. Ширина сцены просто поражает. Правда, то, что вы слушаете, окружающие на расстоянии 2 метров слышать будут точно. В кабине КамАЗа без шумки на максимальной громкости окружающего мира не слышно. Но, как вы прекрасно понимаете, у любых наушников затычек пассивное шумоподавление все равно лучше при правильном подборе амбушюр, чем у самых дорогих вкладышей. И повторяю, если сравнивать среди вкладышей, у этих ушей лучшее звучание в данном сегменте среди топов. А насчет ютубера-миллионника яблочного адепта, одно из сравнений делал также канал Everything Apple Pro. И несмотря на свои 8 миллионов яблочных фанатов, ему тоже у Vivo показался лучший звук среди вкладышей, включая AirPods, Oppo и Huawei FreeBuds. Не особо он мне авторитет, но все-таки по объемам он американский вился. Чтобы наш сказал, что у Vivo звук лучше, я даже не представляю. Работа микрофонов с 2 шумодавами CVC по мне довольно хорошая. Вот вам пример. Тест работы микрофонов Vivo TVS. Стою прямо рядом с дорогой. Здесь и разговаривать с друг другом довольно сложно. Где-то 1,5 метра от меня катаются машины. Средней силы ветер. Можете сами оценить, насколько они хороши. Тест работы микрофонов беспроводных наушников Vivo TVS в помещении. Как я уже и ранее говорил, что в помещении они отрабатывают просто отлично. В принципе, как и большинство беспроводных наушников, но разговаривая по этим наушникам, ваш собеседник на другой стороне провода не услышит, что вы говорите не по телефону. Кому я не звонил, находясь в помещении, никто не жаловался на плохое качество звука и не понимал, что я говорю по гарнитуре, и это хорошо. Цена наушников в Китае около 899 юаней, в долларах около $140 с доставкой. Где я покупал на Алиэкспрессе, ссылка в описании к видео. Посмотрите отзывы, народ ушкам рад. Ну а если у вас еще и телефон Vivo, эти уши для вас однозначный выбор. Резюмирую, чем и начал. Это лучшие наушники-вкладыши, что у меня были за 3 года. Да, защита от влаги и пыли IP54, но она здесь есть, заявлена и официальная. Да, мне не особо нравится этот цвет, но я старый консерватор. Я думаю, кому-то из вас он точно зайдет. И то, что эти уши творят со звуком, вы даже не представляете, на что могут быть способны беспроводные наушники-вкладыши. Да я сам этого не представлял, пока их не послушал. Будет возможность, возьмите у кого-нибудь послушать. Первый раз за 3 года мне так что-то понравилось после AirPods, что я их так нахваливаю. Но чтобы вы понимали, в Apple AirPods пусть на 10%, но микрофон лучше. Да и плюшек они придумали еще достаточно. Во второй версии есть и беспроводная зарядка, и с функциями там проще, можно их менять. В общем, вы сами в курсе, что они напридумывали. Ну а для Vivo TVS здесь, конечно, все-таки нереальная цена. Хотя прошло 4 месяца с начала продаж, а цена не падает. Печаль. Или их и так покупают. Ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора, оставляйте ободряющий коммент и подписывайтесь с колокольчиком. Какие еще взять топы для обзоров? Девайсу да или нет пользы на это даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.